В Галактической империи существовала четкая и понятная структура воинских званий, но был один человек, чье положение никак не вписывалось в эти строгие рамки. Речь, конечно же, идет о Дарте Вейдере. Он никогда не имел официального звания, но, несмотря на это, его авторитет и власть простирались далеко за пределы возможностей большинства высокопоставленных имперских офицеров. Так какое же место Вейдер занимал в вооруженных силах империи? Подчинялся ли он высшему военному командованию, или же его роль позволяла ему действовать вне общепринятых рамок? Сегодня мы разберем этот вопрос и выясним, каким был реальный статус Дарта Вейдера в военной иерархии Империи. За несколько часов до падения Республики рыцарь-джедай Энакин Скайуокер стал лордом ситхов Дартом Вейдером. В ранние дни Империи он появлялся как мрачная фигура, облаченная в черные доспехи, и его существование было окутано тайной. Никто из имперских офицеров понятия не имел, кто он, откуда пришел и каков был его истинный статус. Во втором томе каноничной серии комиксов «Дарт Вейдер» есть интересный момент, точно передающий, как окружающие воспринимали Темного Лорда в тот период. Один из имперских офицеров, который занимался расследованием инцидента с джедаем Джакастой Нью, прямо спросил Вейдера, какое у него звание и как следует к нему обращаться. Вейдер ответил, чтобы тот называл его «лорд», что, конечно же, несколько смутило офицера, привыкшего к четкой военной иерархии, однако он был вынужден просто принять это как есть. Впрочем, далеко не все офицеры были готовы согласиться с таким новым порядком. Часть из них была возмущена тем, что Палпатин поставил над ними человека из ниоткуда, ничего им не объяснил, но дал ему максимум власти и полную свободу действий. Они считали это неправильным. Дело дошло даже до заговора и покушений на Вейдера, после чего возмущенный Темный Лорд был вынужден просить Палпатина, чтобы тот представил его империи и официально дал ему соответствующие полномочия. Палпатин согласился, после чего собрал высших членов офицерского корпуса в аудитории и, указав на Вейдера, кратко объявил, что это лорд Вейдер. Отныне он является голосом императора, и любой его приказ следует воспринимать как приказ самого Палпатина. После этого все вопросы были сняты. Вейдер официально получил статус исполнителя воли императора, и это означало, что теперь он имел власть над армией, флотом и даже над политическими структурами империи, напрямую подчиняясь только Палпатину. Когда император закончил свою речь, Вейдер вышел вперед и сообщил, что знает о заговоре против него среди имперских офицеров. И хотя он пока не выяснил, кто именно стоит за покушениями, но все равно казнит 5 из них, выбранных случайно. Немедленно приведя в действие свой приговор, он тут же стал живым воплощением страха и силы во всей империи. Лишь немногие знали, что император Палпатин был лордом ситхов Дартом Сидиусом, как и то, что Вейдер был его учеником. Поэтому для окружающих оставалось загадкой, почему он занимал столь высокое положение во власти. На протяжении всех 23 лет существования Галактической империи Дарт Вейдер оставался для них пугающей и таинственной фигурой. Он никогда не носил традиционных званий, таких как адмирал, генерал или гранд Мофф, хотя в военной структуре империи Вейдера иногда называли верховным главнокомандующим имперскими силами. Это можно увидеть в некоторых источниках расширенной вселенной, таких как книги или комиксы. Однако в фильмах чаще всего звучит обращение именно «Лорд Вейдер», что подчеркивает его особый статус и уникальное положение вне стандартной иерархии, не ограниченное конкретной должностью или званием. Благодаря этому он мог отдавать приказы любым имперским подразделениям, но стратегическое планирование и управление войсками все же оставались за высокопоставленными офицерами, такими как гранд-адмиралы. Дарт Вейдер часто взаимодействовал с высшими военными чинами империи, такими как Гранд Мофф Таркин или же Гранд-адмирал Траун. Любопытно, что в «Новой надежде» складывается впечатление, будто Таркин стоит выше Вейдера в иерархии, так как он, похоже, имел право отдавать ему приказы.
Но это не совсем так и связано лишь с тем, что оба в тот момент находились на Звезде Смерти, объекте, которым Таркин управлял напрямую, согласно приказа Императора. Похожая ситуация была и на Химере Гранд-Адмирала Трауна, но мы не станем сейчас углубляться в эту историю, так как ей уже посвящены 2 ролика на канале, ссылки на которые вы видите сейчас на экране. Как бы там ни было, но все ключевые решения в Империи все равно принимались лишь одним человеком. И с той же легкостью, с которой Палпатин наделял Вейдера полномочиями, он также просто мог их отнять. К примеру, после уничтожения первой звезды смерти оружейного завода Альфа на Луне Саймон-1 Император вызвал к себе Вейдера и возложил на него всю ответственность за обе катастрофы. В наказание он лишил его части полномочий и отправил под командование гранд-генерала Кассио Таге. Однако, несмотря ни на что, офицеры Империи боялись Вейдера больше, чем кого-либо еще, поскольку он мог казнить любого за некомпетентность или неподчинение. Его власть не определялась высоким воинским рангом, но была почти абсолютной. В 5-м эпизоде Империя наносит ответный удар, мы видим, как Темный Лорд руководит флотом, преследующим повстанцев. Он отдает приказы адмиралам, таким как Кендалл Оззель, и не терпит неудач, что подтверждается его привычкой устранять некомпетентных офицеров с помощью силы. Это еще раз показывает, что его власть была неоспоримой в тех сферах, где он решал действовать самостоятельно. Но даже при таком могуществе он оставался подчиненным императору, что видно в сценах, где Вейдер напрямую обращается к нему как к своему учителю. Интересно, что между 5-м и 6-м эпизодами Дарт Вейдер продолжает играть роль исполнителя воли императора, хотя его внутренний конфликт начинает проявляться гораздо сильнее. Ранг Вейдера в Империи остается неизменным. Он все еще лорд ситхов и правая рука Палпатина, но его личные интересы, такие как поиск Люка Скайуокера, уже вступают в противоречие с планами Императора. В конечном счете, все это приводит к финальному акту, где он предает учителя, чтобы спасти своего сына от неминуемой гибели. Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что положение Вейдера в Империи было поистине уникальным, а его роль выходила далеко за рамки военного командования. Он был аномалией, существовавшей вне традиционной системы власти, воплощением темной стороны силы и главным инструментом императора для подавления врагов и обеспечения порядка. Его власть не ограничивалась формальным званием, а определялась только доверием Палпатина и личными способностями. В каком-то смысле Дарт Вейдер был выше всей военной и политической структуры Империи, но при этом всегда оставался связан волей своего учителя. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.